Звездная дата 5430.3. 4 декабря 2268 года. Прошло чуть меньше года с тех пор, как ко мне прилетел связной, специалист из Красного Фонтана, который поделился со мной данными из его родной реальности, где до этого я изучал путешествия во времени. Эта реальность в базе данных отмечена как вселенная Винкс, ибо она соответствует известному итальянскому сериалу Клуб Винкс, созданному в начале 21 века. Собираюсь я дальше двинуться по сюжету сериала Клуб Винкс, ну а дальше просто не хватает слов. Просто идет. Смотрел я данные, привезенные связным в том году. Было все нормально, ну а так в жопу. Короче, 8 сезон Феи Винкс самый худший из всех. Он плюет на предыдущие сюжеты, персонажи и аспекты. Думаю, тут объяснять даже нечего. Всем пока. Не думал, что ты так легко сдашься. Не думал тебя увидеть здесь, Дэн. Ты это о чем? Хотел было сделать видео по 8 сезону Винк, из чего ты взял, что тут нечем говорить, а мне есть о чем. Не уверен. Зритель, знающий лор, и так скроет все эти сюжетные дыры. Тут без моего видео обойдутся. Не согласен, что насчет тех, кто не знает этот лор. Ну там каких-нибудь малолеток, не смотревших первые сезоны. Тогда это другое дело. Ты где сейчас? Я на орбите Земли лечу к тебе. Я ненароком перехватил видеопередачу с твоего дрона на звездолет Спрингфилд. Вот так и узнал. Хорошо, лети. А пока я начну. Так, на монтаже обрежу последнее, что я сказал. Перед тем, как начнем говорить о 8 сезоне, немножко пройдемся по тому, как Rainbow SRL скатила свой продукт в тартарары. Первые 3 сезона вышли в период с 2004 по 2007 годы. Основная сюжетка крутится вокруг рыжей девочки с планеты Домино, прожившей большую часть своей жизни на Земле по имени Блум, которая потеряла свой родной мир еще будучи младенцем. На протяжении 3 сезонов выясняется, что именно произошло, кто за этим стоял и принимал в этом участие, куда делся весь ее народ и откуда ее магические способности. Заключением всей сюжетной линии 3 сезонов становится тайна затерянного королевства, в которой Блум возвращает Домино, свой народ и родню. И все, на этом можно было сюжет мультсериала закончить. Ну если бы только... Если бы он не стал популярным. Вот именно. Авторы не могли отделаться от того факта, что Клуб Винкс стал известным сериалом как в родной Италии, так и в Европе, и за ее пределами. Поэтому зеленый свет дали 4 сезону, наряду с которым вышла 2-я полнометражка, которая должна была идти сразу за 1-й, но наличие трансформации из 4-го сезона заставляет сомневаться, является ли она частью общего канона мультсериала или нет. Ну а дальше пошло-поехало. Картинка стала цветасти и мрачности поубавилась, а сюжет стал скатываться в более детский, что ли. Потихоньку стали появляться первые крупные сюжетные дыры, самая заметная из которых, что феечки Винкс стали опять ученицами, хотя в первой полнометражке они были выпускницами. Если бы я, закончил школу, прошел выпускной и потом опять поступил в школу, ну как это, вообще работает? Ну не знаю, может они просто поступили на курсы повышения квалификации. Ну если об этом упомянули, то ладно, но так ни хера непонятно. В общем, с 4-го сезона и далее идет простое углубление во вселенную мультсериала. В каждом сезоне свой сюжет и своя тематика, выстроенные по типу DLC в онлайн-играх. 4-й сезон – защита растений от уничтожения. 5-й сезон – защита водоемов от загрязнения. 6-й сезон – мифы и легенды. 7-й сезон – защита животных от истребления. 8-й сезон – космос. Короче, Феи Винкс отправляются в путь к звездам. Сезон нас встречает по-особенному, а именно измененной рисовкой персонажей. Вот вы ж... Ребячество. Цель была в том, чтобы малолетние зрители могли ассоциировать себя с героями. Не будет же 7-летка ассоциировать себя с 23-леткой. И авторы должны были это сделать, типа аудитория мультсериала заметно помолодела. Я не знаю, насколько правильным было решение, но теперь я буду вынужден смотреть это с мыслью,
что повзрослевших людей запихнули в малолеток, а их менталитет деградировал до соответствующего уровня. Конвивичи. Феечки знакомятся с новым компаньоном по имени Звездочка, а затем спецы помогают девочкам восстановить ей память. Эти ебаные спецы! Так ли должны выглядеть военнослужащие? Как хреновые бойскауты? Rainbow Sorrel, вы что там совсем удали? Так, о чем ты? Ну нахер. Просто нахер. Но эти люмины. Ну всего-навсего замена пирси. Не более того. Но замена такая себе. Если бы просто поменяли шило на мыло. Та же писклявая мелкотня. Тоже раздражающее поведение и некоторая глупость в их поступках. Вот, например, поведение Звездочки на борту совы в 10 серии. Прекрасно. Ты отключила гравитацию корабля. Почему они дальше не пошли? Живут эти люмины на звездах, которые теперь не являются небесными телами из газа и плазмы, а светящимися аналогами планет. Ну разве что звезда Перипла является звездолетом, а за их светимость отвечают магические ядра. И за светом, испускаемым ядрами, и охотится главный злодей сезона. Наш знакомый с 3-го сезона Валтер. Как его сюда занесло? Как он потом рассказал? Его остаточную силу призвал Обскурум, ранний люмин по имени Арген, единственный мужик из своей расы, и он стал помогать Валтеру восстанавливать ему силы, крадя для него свет звезд с помощью звездоедов. И да, этот Обскурум, словно из детского телешоу с рейтингом до 8 лет, хотя я так его посмотрел. Ну а так, учитывая как звучит это имя, мне казалось, что это будет персонаж, как минимум на уровне Локи из Марвел. Но так в очередной раз пососал хер. Кто может так сильно желать трона Дораны? Потрясающий очередной злодей с манией величия. Видимо, здесь все этим страдают. Ага, вот. Взаимоотношения между героями. Проблемы только у двух пар. У Блум и Ская, а также у Музы и Ривина. Сначала о первой паре. В 4-й серии Блум охреневает со Ская, ибо смотрите, блин, улетела он на спецзадание. Мало того, что Блум, девушка-солдата, не может смириться с тем, что Скай могут в любой момент вызвать в штаб и отправить на задание. Он же военнослужащий. Так и Скай, дебил, не смог написать ей адекватное смс-сообщение или в личку в ВК, или что там у них. Потому что в 8-м сезоне вместо обычных звонков и смс по большей части используют эмоджи. Бриллианты! Ну кому-то удобнее писать эмоджи, а кому-то текст. Я хз. И учитывая эту ситуацию, а также омоложенные черты характера, Блум перестает думать головой и в наглую лезет в видеосвязь между командиром Периплы и Скаем. Так вот, какое у тебя задание, Скай. Блум? Что ты делаешь на Перипле? Per questo motivo non sarà mai ammessa nella flotta stellare. А когда они воссоединяются уже на Перипле, Скай все же устраивает свидание с Блум. Так-то задание еще не окончено, а он тут решил с подружкой потусить. Это кто у нас тут такой? Охуенный клоун, рядовой шутник. Это если бы во время дипломатической миссии Уильям Райкер отвел Диану Трой за угол, а там был бы для них накрыт стол для романтического ужина. О да, хочу я это увидеть во 2-м сезоне Нижних Палуб. В предпоследней сюжетке, связанной с Даймондом, окончательно убеждаемся в том, что у Ская настолько мощный стояк на Блум, что он готов, несмотря ни на что, последовать за ней в бесконечность Италии. А она будет с этого шарахаться. Скай, ты зря приехал. А на Тартана на поиски фрагмента звезды желаний полетела с потенциальным риском пересечься с неприятелем, а не в кафе с подружками. Раз другого способа увидеться нет, то я полечу с тобой. А, вот ты псих! Что ты делаешь? Буквально снял с языка. Теперь очередь Музы и Ривина. Их отношения постоянно скачут из сезона в сезон. То они вместе, то расстаются, то опять вместе. А оно и понятно. Муза эмоциональная и ранимая, а Ривин заносчивый и высокомерный. В 1-м сезоне даже абьюзером был. Такой контраст до добра не доведет. Ладно бы, если авторы поставили парня с крашенным ирокезом на путь исправления, что было видно в 3-м и 5-м сезонах. Но в 4-м и 6-м он все тот же мутило. Благо в 6-м сезоне он принимает решение расстаться с Музой, чтобы не доебать ее своим несуразным поведением. Но при этом рвет отношения с остальными ребятами. В 8-м сезоне он воссоединяется с ними. Заметно, что он где-то за кадром исправился. Но Муза почему-то встречает его крайне негативно. От тебя столько времени ни слуху, ни духу, а теперь ты вернулся и даже не позвонил? Хотя в 6-м сезоне расходились вроде бы мирно. Откуда такая агрессия?
будто Ривен свалил куда-то, ничего сказав Музе. Вот тогда было бы понятно, почему Муза обиделась. Но этого по сути нет. Я не спец в этих отношениях, но, как мне кажется, причина в одном. Авторы омолодили героев. Вот и ведут себя соответствующе. И что-то я не заметил, чтобы были показаны предпосылки к возвращению парня с крашенным ракетом в команду. Просто сказали, что он помог спецам где-то за кадром и все. Авторы считают «Respirazioni verbali sono sufficienti». И воссоединяется та парочка по стандартному, пережив эпичную опасность. А ведь когда-то эта пара ранее воссоединялась и без этого. Через песни Ривена, и причем довольно офигенные. И единственное, что я запомнил из сериала, кроме опенинга первых сезонов и концовки следующего сезона. А теперь насчет Диаспро. Кто не в курсе, за прошлые сезоны Диаспро заработала довольно отрицательную карму. Она заключила союз с Валтером и околдовала Ская любовным напитком. Она вмешалась в процесс подготовки стратегии против Тритануса и опозорилась на все волшебное измерение. А также пыталась лишить Блум жизни. А Скай ведется на ее уловки вон. Она передала Скай задание от Эриндора. Летите туда не знаю куда, найдите тоже не знаю что. Скай, инфотут до идиота? Вроде нет. Видел его несколько раз. Вполне нормальный парень. Хотя есть момент, подтверждающий, что он идиот. Ты ведь знала, что я не стану спрашивать его о задании. Что ты только что сказал? Не стану спрашивать его о задании. Да ты бы знал, как мне сложно, когда у меня в команде такой дебил, как ты. Сука, почему Скай не связался с отцом, дабы подтвердить, давал ли он Диаспро задание или нет? Тогда бы все стало на свои места. И мне п***ь, что Скай ругается с отцом на почве долга родине. Тут какая-то дура выходит на связь, а Скаю п***ь. Зачем уточнять у пати что да как? Лучше вновь пойду на поводу у той девки и пр***сь по полной программе. А так даже не удивляюсь, почему Блум поругалась со Стаем, застав того с Диаспро. В чем твоя проблема? В тебе. Озвучу дополнение. Скай не единственный, который позабыл деяния своего врага. У него это Диаспро. Тоже относится к Галатее, принцессе Мелоди и хосту соревнования про брейк-дансу. Винкс и Трикс приходят на это мероприятие, дабы забрать один из фрагментов Звезды Желаний. Я слегка при***л от того, что она не узнает в лицо 3 паскуд в БДСМ костюмах, которые 5 лет назад пытались сжечь ее заживо. И она даже называет их по имени, хоть 2, но все же. Прости, Айси. Сторми! Чиказо стас сучерендо. Не, Дима. Допускаю, что ее обработали заклинанием за фея из Гарри Поттера, а имя она узнала на ресепшене. Pronto polizia, quale risultato due tentativi di omicidio? Stai indagando su questo? Quale tentativi di omicidio? Di che caso stai parlando? Ragazzi, immediatamente. В сюжетке на адресе, а это 8 и 9 серия, феечки демонстрируют новую фичу. В прошивку их магических сил запихнули возможность переключаться между своими ранее полученными трансформациями. Еще при просмотре предыдущих сезонов я думал, такая способность была бы к месту, но сейчас уже поздно. И даже если она была ранее, но феечки просто об этом не были в курсе, то как у них могли сохраниться Энчантерс и Сиренерс, если в 6 сезоне Легендариум аннулировал их силы, они остались только в Блум? Или же... Да понятно. Ответов никаких не будет. Давай дальше. Бене. Важно вот еще что. Первая половина 8 сезона построена в сеттинге космической оперы, отдельные элементы которой уже были в предыдущих сезонах. Но после 13 серии сеттинг откатывается до уровня 5 сезона, где Винкс проходили через квесты, специально кем-то адаптированные под способности личности фей. Магия оказывается разумная сущность. То же самое идет в отношении квестов по сбору фрагментов Звезды Желаний. Одни квесты легки для одних героев, другие для других. И как раз строится так, чтобы те или иные персонажи могли проявить требуемые для квеста качества. Это не герой подстраивается под мир. Это мир подстраивается под героев. Ох, не нравится мне все это. L'artiglieria pesante ora sta entrando en battaglia. Ведьмы Трикс или же девчата, которых хрен поймаешь. А почему хрен поймаешь? Да потому что хрен поймаешь. Валтер вызволил их из лимбо вне времени, где кто-то вернул им прежний облик, до их преображения в 6 и 7 сезонах. Валтер направляет их перехватить Звезду Желаний, ибо ее магия совместима только с магией феи и ведьм, но никак с его собственной.
Из-за этого звезда разделяется на 7 фрагментов, собираемых обеими сторонами. И когда они поровну собрали фрагментов, последний обнаружился на планете Diamond, ранее покрытый кристаллами, а теперь вся в снегу, как домино когда-то. И тут разгуляемся по полной. Рассмотрим, что сделали с образом Айси. Авторы чуть ли не один в один пересказали предысторию Блум, адаптировав ее под Айси. У обеих есть сестры, которых они потеряли ранее. Обе также потеряли своих родителей. Обе принцессы своих королевств. Родные миры обеих подверглись атакам ведьм и были заморожены, став похожими на этот ваш ход из Звездных войн. Совпадение? Вероятно. Отсюда выходит ее мотивация – обрести достаточную силу, чтобы восстановить свою родину. Но она не вяжется с тем, что было ранее. Трикс всегда хотели не просто стать сильнее, но и захватить власть либо над магичеством, либо всем волшебным измерением. Из раза в раз пытались это делать, даже работая на более сильных злодеев. Но каждый раз они терпели неудачу. Они постоянно то попадали в тюрьмы, то их запечатывали в отдельных измерениях. Нахера им, и в частности Айси, весь этот садомазохизм был нужен? Если еще, сука, в первом сезоне Айси, поймав Блум у нее на дому, могла бы раскрыть свою подноготную и попытаться заручиться ее поддержкой. Блум поначалу отказывалась бы, а в будущем могли бы постепенно сблизиться и помогать друг другу. У них много общего в предыстории. В принципе, неплохая бы вышла история. Я не против, чтобы из злодеев делали положительных, ну или хотя бы дружественных персонажей. Но это надо преподносить с умом. А у итальянцев на это своя точка зрения. Иронично то, что дальше Триггерс как раз оказываются на одной стороне Свинкс против Валтера. И Айси фактически помогла феям восстановить звезду желаний и с ее помощью уделать Валтера. Господи, как же это тупо. Я не удивлюсь, если в 9 сезоне феи и ведьмы будут союзниками, но не думаю, что я буду по нему делать видео. А почему? Потому что это конец пути. В 8 сезоне слишком много хуйни. Время популярности мультсериала прошло. Авторы пытаются доить корову, которая больше не дает молока. Nessun altro posto dove andare. И если сделают 9 сезон, пускай уже завершат историю. Даже если сделаю видео по 9 сезону, то довольно короткое. Разберу его аспекты в совокупности, не в деталях. Остается только подвести итоги и перечислить еще кое-какие моменты. Об облике героев. Я уже сказал о том, что герои теперь выглядят как детишки, несмотря на нормальный такой возраст. И почему так авторы решили сделать. Поэтому кое-какие аспекты было решено поправить. Например, пришлось корректировать костюмы Энчантерса, а то в 3 сезоне дизайн был слишком вульгарным, а мультсериал, блять, детский. Часто ли аниматоров донимал стояк при работе со сценами с этим Энчантерсом? Ну а их обычную одежду уже давно откорректировали, к 5 сезону это точно. А то помните, какой наряд был у Стеллы в 1-2 сезонах? Кендалл Джонса на ней нет. Не, ну а что? Немало девчонок в Алфейтах ходят. Хотя я не отрицаю, что эта демонстрация сексуальных образов, возможно, пришла из аниме, в частности Sailor Moon, а ведь вы знаете, как японцы любят эту тему. 8 сезон, как я сказал в начале, плюет на предыдущие сезоны. В частности, здесь отсутствует Рокси, которую некоторые зрители считают 7-й участницей клуба Винкс. Даже на фэндом об этом упоминании есть. Также ничего не говорится о событиях 4 сезона с возвращением земной магии и земных феечек. Отсутствует упоминание о родной планете Блум и о ее родне. А девочки Винкс в принципе преподносятся как ученицы, а о их выпускном, что был 5 лет назад, никто не вспоминает. Точно так же отсутствует объяснение того, с какого черта Некс, который ранее был паладином, теперь стал спецом Красного Фонтана в дебильной форме в стиле Трон Наследия, как и остальные спецы. А также было показано, что спецы заменили старые фантомечи на магическое оружие, представленное колледжем Линфей. Какое правонарушение совершили спецы, за что лишились крутого оружия, получив взамен простые световые мечи? В принципе, я догадываюсь, что произошло. Никаких правонарушений не было. Просто истек срок контракта с колледжем Линфеи. Вот и было списано оружие. На самом деле можно прикопаться к еще некоторым вещам, но пока что ограничусь этими самыми явными примерами небрежного подхода авторов к проработке героев
мира, лора в целом, логике и здравому смыслу. Если соберетесь глянуть этот мультсериал, в чем сомневаюсь, то первых 3 сезонов вам за глаза хватит. Все остальное non necessario. Но сейчас вышел Fate the Wind Saga, и у меня не было надежд, что это будет, ну, хоть что-то нормальное. Ну и как ни странно, это уже что-то с чем-то. Лучше это, чем 8 сезон Филмс. Как, в принципе, остальные последние сезоны. Ну, да ладно. Бразы, тути и чао. Наконец-то сбросил этот чертов камень с души. Я не знаю, как буду оправдываться перед отделом культуры образования. Я думаю, ничего такого не будет. Надеюсь. Так, кстати, у меня вылез через 3 часа. Надо подготовиться. Надеюсь, еще увидимся. Ну давай, до связи, еще увидимся.